Всем привет! Сегодня приготовим варенье из смородины. Готовится очень просто и быстро, всего лишь за 20 минут. Варенье получается желеподобным и при этом готовится без желирующих добавок, только из ягод и сахара. Берем 2 кг смородины, моем и очищаем от хвостиков. Насыпаем в чистую кастрюлю. Ставим кастрюлю на небольшой огонь. Нагреваем, периодически перемешивая, чтобы смородина не пригорела ко дну. Желательно, чтобы кастрюля была как можно шире. Смородина от нагрева быстро лопается. Также ее можно немного помять ложкой. После того, как смородина закипит, варим ее 20 минут на небольшом огне. Варим без крышки и периодически перемешиваем. Пока варится смородина, стерилизуем крышки. Крышки для банок кладем в небольшую кастрюлю и заливаем водой. Ставим на огонь. Когда вода закипит, держим их в кипящей воде примерно 1 минуту. Снимаем с огня и выливаем воду. Смородина проварилась 20 минут. Снимаем ее с огня. Сразу же в горячую смородину постепенно насыпаем сахар. Насыпаем небольшими порциями, чтобы он успевал раствориться в горячей смородине. На каждый килограмм ягод нужно взять 700 грамм сахара. Я насыпала 1 килограмм 400 грамм сахара. Сразу же, как только растворился весь сахар, варенье раскладываем по чистым стерилизованным банкам. И закатываем стерилизованными крышками. Банки я стерилизую в духовке. Ставлю хорошо помытые банки вверх дном на решетку в холодную духовку. Затем включаю ее на 120 градусов. Когда банки станут полностью сухими и горячими, вынимаю их и закрываю варенье. Из этого количества ингредиентов у меня получилось 5 банок варенья по 500 мл и 1 маленькая мисочка. Варенье получается очень вкусным и в меру сладким. По желанию сахара можно добавить больше. После остывания варенье становится густым и желеподобным. Хранится варенье в подвале или в кладовке при комнатной температуре. Вторым приготовим вкуснейшее абрикосовое апельсиновое варенье. Приятная консистенция и ненавязчивый вкус цитрусовых покорит вас с первой ложки. Сначала подготовим все ингредиенты. Берем 1,5 кг абрикосов, моем их и разрезаем пополам, вынимая косточки. С 2 апельсинов снимаем цедру на мелкой терке. Снимаем только оранжевую часть. С половины лимона точно так же снимаем цедру с помощью мелкой терки. Теперь ножом срезаем всю кожуру с апельсинов. Точно так же чистим от кожуры и лимон. Цитрусовые разрезаем на небольшие кусочки, чтобы удобно было их класть в мясорубку. Если есть косточки, то их тоже нужно удалить. Следующим этапом перекручиваем все абрикосы на мясорубку. Точно так же перекручиваем подготовленные апельсины и лимон. Также на моем канале есть и другие рецепты варенья, смотрите их по ссылке на экране или в описании под видео. Готовую фруктовую массу перекладываем в большую кастрюлю. Сюда же добавляем уже очищенную цедру лимона и цедру апельсинов. Также в кастрюлю насыпаем 1,5 кг сахара. Все ставим на огонь. Перемешиваем и доводим до кипения на огне чуть меньше среднего. Когда масса закипит, убавляем огонь до минимального и варим варенье 20 минут, периодически перемешивая. Прошло 20 минут, варенье готово. Разливаем его по стерилизованным банкам. Из этого количества ингредиентов у меня получилось 5 пол-литровых баночек варенья. Банки закатываем стерилизованными крышками.
Это варенье может храниться в кладовке при комнатной температуре или в подвале. Варенье получилось очень вкусным и ароматным. Когда варенье только сварилось и еще горячее, чувствуется только вкус цитрусовых, но после остывания варенье становится очень вкусным и гармоничным. В нем прекрасно сочетается приятный абрикосовый вкус и ароматный привкус апельсинов. Яркие, сочные, красивые фрукты и ягоды, так и хочется их сохранить на зиму. И это очень просто сделать в виде вкусного джема. В кастрюлю с толстым дном наливаем 2-3 столовых ложки воды. Сюда же насыпаем полкилограмма крыжовника. Кастрюлю накрываем крышкой и ставим на маленький огонь. Варим на небольшом огне приблизительно 10 минут. Время от времени крыжовник перемешиваем. Когда крыжовник станет мягким, снимаем его с огня. На миску ставим сито и наливаем в него сваренный крыжовник. Ягоды перетираем через сито. Я использую зеленый крыжовник, но также можно взять и красный. Тогда джем будет немного другого цвета. Берем 700 грамм абрикосов, моем их и разрезаем пополам, вынимаем косточки. Подготовленные абрикосы кладем в кастрюлю, насыпаем немного сахара. Все ставим на маленький огонь. Чтобы абрикосы быстрее пустили сок, сюда же наливаем 2-3 столовых ложки воды. Доводим абрикосы до кипения на самом маленьком огне, при этом периодически перемешивая. После закипания абрикосы варим под крышкой примерно 10 минут на маленьком огне, пока абрикосы не станут мягкими. Готовые абрикосы кладем на сито и точно так же их перетираем. Получается вот такое нежное пюре. В большую кастрюлю наливаем пюре из крыжовника, пюре из абрикосов и насыпаем сахар. Всего для джема нужно 700 грамм сахара. Все ставим на плиту. Джем перемешиваем и варим на маленьком огне 20-30 минут. Время от времени джем нужно обязательно перемешивать, чтобы он не пригорел ко дну. Прошло 30 минут, джем готов. Снимаем его с огня и сразу же наполняем стерилизованные банки. Из этого количества ингредиентов у меня получилось 2 пол-литровые баночки джема. Банки с джемом закатываем стерилизованными крышками. Джем из абрикосов и крыжовника получился очень вкусным, ароматным и красивым. Чтобы джем имел красивый солнечный цвет, использовать нужно зеленый крыжовник. С красным крыжовником джем тоже будет вкусным и ароматным, но рубинового цвета. Если вам понравились рецепты такого варенья, то обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.